Если вы по какой-то глупой причине считаете, что качество все и всегда делать вовремя это одно из основополагающих, то прошу закрыть это видео. По-хорошему, обзор данной фан-игры надо было делать еще 9 месяцев назад, но, как вы, возможно, могли заметить по моим видео, я прихожу всегда вовремя, но с задержкой. В момент крайней нужды, когда твой внутренний голос говорит тебе «сейчас или никогда». Собственно, сегодня на обзоре у нас одна из лучших, уникальная в своем стиле фан-игра – Гипотезис. Гипотезис – это сборник небольших фрагментов, задающих вопрос, что если то или иное событие Дельтарун пошло иначе, связанных между собой общим метанарративом. Мы, как игрок, участвуем в экспериментах доктора Гипастера, Хайпомастера, мета-персонажа, аналога Гастера. Он закидывает нас в симуляции с целью проверить, как поведут себя игровые персонажи в той или иной ситуации, проверить возможность нас как игрока, а также восстановить свою целостность и выбраться из пустоты. Итак, начнем с самого лучшего, что здесь есть. Партии в ДНД с Папирусом и Сансом. Все начинается с того, что мы приходим в гости к Сансу. Посмотрев дом и погоняв скелета от зала до кухни, идем знакомиться с Папирусом. После знакомства выясняется, что Папирус также ждал особого гостя, которым оказывается Бёрдли. И вот, когда все 4 героя в сборе и имена с классами героев выбраны, начинается игра, события которой будут зависеть от ваших действий. Лично я каким-то образом наугад вышел на победу с первого раза. Загадочным артефактом, к которому шла команда, оказался обычный красный резиновый мяч Санса. Не, ну а чё, бюджет же не резиновый. Chicos, estoy comiendo mortadela. По окончанию сессии Крис достает телефон, чтобы посмотреть время, и видит 13 пропущенных от Ториэль. Бёрдли убегает домой, а за ним и Сьюзи. Санс останавливает Криса и отдает ему свой настоящий номер телефона. А тот номер, что он давал ранее, видимо, оказался очередной шуткой. Как по мне, это самая интерактивная длинная симуляция. Именно поэтому я и ставлю ее на первое место. На втором месте будет начало Рокота. Данная симуляция почти не имеет интерактива, но зато рассказывает очень интересную историю. После монолога Гипастера с игроком, Крис просыпается. Он опять опаздывает в школу. Сегодня он и Сьюзи должны представить свой проект, поэтому прежде чем идти в школу, он просит Ториэль заехать купить кое-что для проекта. По прибытию в школу нас встречают Бёрдли и Ноэль. Кстати, по поводу Бёрдли. В данной фан-игре он несколько отличается от оригинального. Здесь он показан как более положительный персонаж. Пусть мы все еще можем видеть его высокомерие, но оно очень сильно сглажено, и он выступает очень даже понимающим и терпеливым персонажем. И вот, когда все в сборе, начинается урок. Первый свой проект представляет Тэмми, и это... яйцо? Ладно. Далее идут Монстроник и Сноудрейк. Они представляют свой проект на уровне крутости тех или иных вещей. Скучная фигня, так в конце еще и Монстроник падает, как обычно. 4, не больше. За ними идут Котти Джойкетна, по-моему, зовут, да? Я забыл просто. Погоди, а ты кто такой вообще? Я что-то не помню тебя. Чувак, я же твой брат по оружию, Смоук! И Смоук, говоришь? А, да, точно, вспомнил. Нихуя я тебя не помню. Они представляют свой проект о разных страшных историях и легендах. В конце презентации, когда все подходит к кульминации, из коробки выпрыгивают Кэти и Бретти, переодетые в страшные костюмы. По правде говоря, я этого не ожидал и поэтому даже немного испугался. Далее идут Ноэль и Бёрдли. Они представляют свой занудный проект о пользе видеоигр. На середине их презентации мать Криса входит в класс и зовет на разговор Ноэль. Поэтому Бёрдли приходится заканчивать презентацию одному, но Альфи ставит ему А и просит закругляться. Затерпев, Бёрдли садится за парту. И вот, очередь дошла до глав гадов, Сьюзи и Криса. Они рассказывают свою историю о том, как герои их книги попали в темный мир. Это вызывает восхищение у всех, и они получают А++. А++, yeah. А++. По окончанию урока Крис, Бёрдли и Сьюзи идут в больницу, где встречают Ноэль. Ее отцу стало хуже. Друзья поддерживают Ноэль, и та заходит в палату к Руди. Сказав все, что только можно, он умирает. Выйдя в коридор и взяв у Бёрдли ручку, Ноэль возвращается в палату и открывает фонтан в надежде спасти отца. Это нарушает баланс света и тьмы и начинает Рокот. И на третьем месте сценарий «Предсказанное пророчество». После закрытия всех фонтанов, когда ракочущий рыцарь был побежден, героям остается закрыть последний фонтан, дабы раз и навсегда предотвратить Рокот. Но прежде чем это сделать, они прощаются со всеми жителями замка, в том числе и с королевой и королем, которые на руках держат уже спящего Лансера. Вернувшись к фонтану, герои прощаются и заходят внутрь ворот. Подоспевший Лансер и Ральдей наблюдают за последним вдохом этого мира, пиво которого исчезает вместе с фонтаном. А очнувшись в реальном мире, Крис и Сьюзи оказываются
в кладовке. У Криса наворачиваются слезы, поэтому Сьюзи выходит, дабы дать ему минутку. Вырвав сердце, Крис пытается вновь открыть фонтан, но безуспешно. Напоследок он находит свои старые красные рожки, и это его утешает и заставляет вернуть контроль игроку. Это не все истории, но я выбрал самые интересные, ведь остальные по большому счету филлерные. Также в игре присутствуют различные кассеты и документы, получаемые за прохождение симуляций, а также экстра мини-игра, тизящая следующее обновление. Учитывая, что я играл в нее на ноутбуке, прошел я ее с 5-го раза. Вам стоит на это взглянуть. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance to do your dance at the Space Jam. I think I need to install an antivirus. Так что по итогу можно сказать о данной фан-игре? Как по мне, это безупречно одна из лучших фан-игр, но и не без минусов. Она задает хорошие вопросы, что если, но будто бы боится отвечать слишком масштабно. В игре есть абсурд, как и в Deltarune, но здесь он более метанарративный, и это немного выбивает из погружения. На данный момент игра в разработке. Разработчик обещает, что следующие сценарии будут еще круче, но что-то мне кажется, что эта игра превратится в еще один долгострой, выпуская по одному сценарию на 15 минут в год, в лучшем случае. В любом случае, советую вам самим ознакомиться с данной игрой. Оно явно того стоит. Гастер в Дельтаруне создал все из ничего. Кошка Майк, это же Гастер, даже Титан, это Гастер. Интересненький тот Гастер, с RPC номер 17. Крис Гастер и Сьюзи Гастер, Наэль Гастер, все Гастер. Рыцарь это Мальгамет, его создал же тоже Гастер. Гастер, он вообще зеленый, отец Пакса и Санса. Он упал, свое творение расщепился на молекулы. Он настолько легендарен, что создал он Дельтарун. Без пропала это Гастер, темный мир это же Гастер. И сосуд мы создаем, но это все так же Гастер. И вообще, брат, Дельтарун